Здравствуйте, дорогие земляки, а я хочу снова порадовать вас свежими новостями и событиями нашей великой сверхдержавы. Лидер ЛДПР Жириновский призвал выгнать из Госдумы 3 партии из оппозиции по бюджету. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая в Госдуме на обсуждении бюджета, призвал лишить КПРФ «Справедливую Россию за правду» и «Новых людей» статуса парламентских партий и выгнать их из здания парламента за их позицию относительно бюджета страны. КПРФ и «Справедливая Россия за правду» сразу высказали позицию о том, что их представители не будут голосовать за финансовый документ. Лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что партию многое настораживает в бюджете. Надо с бедностью бороться, а у вас в 2 фракциях сидят миллиардеры КПРФ и СРСП, которые выступили против бюджета. Что вы считаете чужие деньги, бюджет? Считайте свои деньги «Справедливая Россия», заявил Жириновский. После этого он вспомнил о моменте, когда была создана партия эсеров. Они должны голосовать как «Единая Россия», лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и представитель единороссов Борис Грызлов руки жали. Все, поэтому они не должны выкручиваться. «Справедливая Россия» – младшая сестра «Единой России». Если они за президента России Владимира Путина, то вот он, его министр финансов, который представлял бюджет, Антон Силуанов, и вы обязаны голосовать за бюджет, продолжил лидер либерал-демократов. После этого он обвинил представителей «Справедливой России» за правду в том, что они поддерживают президента, при этом выступая против правительства. Вы из РСП выступаете за бюджет или уходите из здания Госдумы. Вы получаете зарплату из бюджета. Квартиры из бюджета, дачи из бюджета. А на содержание вашей партии КПРФ вы получите 1,5 миллиарда. Геннадий Андреевич, вас бюджет не устраивает? От всех денег откажитесь. И вы тоже «Справедливая Россия». Получают все от государства, но пытаются его растормошить. Не нужен бюджет? Тогда убирайтесь НЛТим. НТите отсюда. Предлагаю признать утратившими статус парламентской партии КПРФ «Справедливую Россию» и «Новых людей», заявил Жириновский. Жириновский в своем репертуаре. В моей деятельности есть очень негативный момент, приходится смотреть по телевизор. Вот знаю, что живу в стране, где власть людей не любит, где все вывозят, ходят за границу и все делают для того, чтобы максимально много выкачать из нашей страны и природных богатств, продать это и забрать в свои карманы. А вот так, телевизор включишь, и сразу это чувство пропадает, и появляется даже такой момент, что кажется, как будто она нас заботится. Я шучу, таких мыслей у меня нет и никогда не было, но такие мысли возникают у многих. Россиян – это та вещь, которую вообще, как мне кажется, включать не стоит. Просто знайте, что в Иркутской области уволили директора школы за то, что она не поддержала просто кандидатов в Госдуму от «Единой России». Вот как бывает в истинной России за пределами телевизора. Вы никогда не увидите по телевизору, что депутат Госдумы Николай Харитонов, у которого зарплата больше 450 тысяч рублей, жалуется в парламенте. Депутаты вынуждены весь день ходить голодными и постоянно недоедать. Видите ли, еда в местном магазинчике не нравится, именно так это и выглядит. Ну да, крабов там точно нет, на что питаются люди. На тот МРОД, который они установили в 13 тысяч рублей в месяц, они почему-то об этом не задумываются. Особенно меня поражают люди, которые продолжают верить в то, что Путин молодец, и доказывают от того, что когда мы отдаем больше 20% на свою будущую пенсию, поэтому Путин молодец, и во всех странах это практикуют, только почему-то они не договаривают, что во всех странах зарплаты нормальные, в отличие от наших. Ну давайте возьмем невероятно большую зарплату на сегодняшний день – 55 тысяч рублей. Да для многих эта зарплата действительно невероятно большая. Пенсионный фонд заберет себе 12 тысяч и будет от этих денег забирать каждый месяц. Средний стаж для мужчины в нашей стране – это примерно 35 лет. За это время мужчина в ПФР из своего кармана отдаст 41 миллион рублей на свою будущую пенсию. Если взять среднюю жизнь россиян, то мужчины живут 68,5 лет по официальным данным. Если ему будет выплачивать среднюю пенсию в 15 тысяч в месяц, то за 3,5 года куда ему государство вернет 600 тысяч от 3 миллионов 600 тысяч, государство оставит себе, в данном случае не государство оставит себе, а Путин со своей кодлой. А Симоньян начала продвигать идею, что QR-коды будут теперь всегда и везде. Даже она пишет, что раньше металлоискателей нигде не было, а сейчас все к ним привыкли. С кодами будет аналогичная ситуация, и всем и к ним привыкнут.
Но, конечно, осталось только проволоку на заборы натянуть, к ним тоже привыкнем. И уверена я, что вы будете нам доказывать, что это тоже для нашей безопасности. Я думаю, что точно к чему россиянам стоит привыкнуть, это к тому, что Путин как хочет, так и пользуется вместе со своей шайкой законодательством. Они как хотят, так и вертят. Все делают в свою пользу. Как по мне, эта группа людей не то что без совести, они без какой-либо этики и чести, которые преследуют только одну цель – это сохранение своего богатства, и то, как это богатство можно приумножить, все, больше ничего не волнует. Это лично мое мнение, свое мнение обязательно оставляйте в комментариях. И да, дорогие зрители, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, это самая лучшая благодарность, это нужно для того, чтобы вся страна знала правду. Продолжаем. А вы видели, что пишут официальные СМИ? Кремль предлагать готовить юристов к территориальным спорам из-за границ Луны. Ну да мне кажется, никому лучше Луна для жизни не подойдет, как россиянам. Инфраструктура там примерно на таком же уровне. А Ричард Брэнсон рассказал про Абрамовича. Ему печально видеть людей с огромными деньгами из России, которые хотят только большой самолет и футбольный клуб Челси. У этого человека 6 яхт. Глядя на которые думаешь, какая пустая трата денег, зачем столько и на что, а ведь он мог изменить жизнь к лучшему десятки тысяч людей, подумал Брэнсон. И да с ним просто невозможно не согласиться. Но вот только Абрамович никогда бы ни при каких условиях не изменил бы жизнь людей к лучшему. Единственное, что они изменили к лучшему, так это жизни Путина и его друга. В 2014 году Путин одобрил проект легкового самолета взамен устаревшего. А тогда нам говорили, что он появится на производстве еще в 2015 году. Так до сих пор и не появился, а проект заморозили или вообще, говорят, уже закрыли. Простыми словами, они тупо не смогли сделать замену старому древнему кукурузнику. Вот она истинная путинская сверхдержава. Зато директора Зельфира Трегулова сообщила, что сохранение бесплатного прохода для детей 16 до 18 лет теперь непосильно для Третьяковки. Зарплата, кстати, этой тетеньки 1 миллион рублей в месяц, она доверенное лицо Путина и Собянина. А Комитет Госдумы в первом чтении одобрил законопроект, где обнулиться могут главы регионов, которым полностью отменят какие-либо ограничения для того, чтобы главы региона могли не переизбираться. Теперь они могут переизбираться прямо как и Путин. Этот законопроект приготовили сейчас, я думаю, что пора и вводить. Наследие сыновьям наших губернаторов и лично президента, как сказать, феодосийский строй, должности сыновьям всех чиновников будут передаваться исключительно по наследству, а выборы просто отменить. Если другие страны будут говорить, что это не демократия, монархия наши обязательно будут кричать, что, мол, не суйте нос не в свое дело, мы сами разберемся. У нас отдельный путь и отдельная цивилизация. И все мы попадем в рай, но пока я цитировал слова один маразматика, в это время Илон Маск смог бы купить нашу страну при желании. Дело в том, что его состояние достигло 289 миллиардов баксов, а это больше бюджета нашей страны. Мне попалась старая фотография с Путиным. Глядя на него, у меня возникает ощущение какого-то дежавю. Возможно, это нормально, он мне напоминает Леню Голубкова, купивший жене сапоги на деньги, которые он взял себе у пенсионера. И также некоторые зрители, которые смотрят выпуски очень часто, присылают фотографии. Например, вот эта фотография исками. Кстати, это нефтегазодобывающая республика. Многие там дома только до сих пор топят дровами, а у некоторых, у кого газ есть, он предназначен только для готовки еды. Многим приходится заправлять баллоны 5-литровые пропаном и обходится это удовольствие современного мира в 1600 рублей, но наши правители газовому гиганту Республике Коми все-таки решили подарили машину, которая забирает пустые баллоны с газом и вместо них привозит уже заправленные. Представляете себе, вот он прогресс. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем всего хорошего. Всем пока. Подписывайтесь. Я вас еще порадую.